Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить простые, но вкусные закуски. Сначала я хотела снять видео только с закусками в готовых тарталетках, но решила, что если у вас их нет, то сделаю еще и простые бутерброды. Я запеку в духовке 6 кусочков гречневого хлеба для тостов. Хлеб поливаю небольшим количеством оливкового масла и отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 10 минут. Готовлю намазку для бутербродов. Я заранее отварила одно яйцо и натерла его на терке. Также натерла 100 грамм сыра. Сыр можно использовать любой, твердых или полутвердых сортов. Плавленый сыр тоже подойдет. Через пресс добавляю 1 крупный зубчик чеснока по вкусу и немного майонеза. Все перемешиваю до однородности. Количество всех ингредиентов в рецепте по вкусу. У меня есть 16 готовых песочных тарталеток. Сделаю закуски в них. Я подготовила колбасную нарезку. У меня брауншвейгская колбаса. Вес нарезки 80 грамм. 6 тарталеток сделаю с колбасой и намазкой. Сначала в тарталетку кладу небольшие листики шпината. В каждую по 3-6 листиков. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Чтобы листья шпината держались в тарталетке, сверху на них кладу намазку. В эту тарталетку положу лист салата. Тоже будет смотреться неплохо. И закрепляю его намазкой. Тарталетки маленькие. Думаю, 4 кусочков колбасы будет достаточно, чтобы сделать из них цветочек. Сворачиваю колбасу в рулет и разрезаю на 2 части. Получившийся цветочек кладу в тарталетку. В центр цветочка кладу маленький помидор черри. Это последние мои помидорчики в этом году. Они уже дозревали в доме. Для закусок я использовала 10 помидоров маленького размера. Эту тарталетку намажу сливочным сыром с травами. Жирность сыра 60%. Вес упаковки 175 грамм. Сыр я использовала не весь, и у меня осталась намазка. Кладу цветочек из колбасы и лист салата, а в центр помидор черри. Эту тарталетку тоже смазала сливочным сыром. Укладываю кружочки маринованных огурцов. Огурцы домашние. На закуски ушло 3 небольших огурца. И кладу цветочек из колбасы. Чтобы лучше закрепить колбасу в тарталетке, можно низ цветочка смазать сыром. В центр кладу оливку без косточки. На закуски у меня ушло примерно 20-25 штук оливок. А в этот цветочек просто вставляю листики петрушки. Цветочек для этой тарталетки сделаю из кусочка слабосоленой семги. Вес нарезки из семги 100 грамм. В центр положу оливку. Теперь готовлю бутерброды. 3 куска хлеба смазываю намазкой, а остальные сливочным сыром. На намазку кладу кружочки маринованных огурцов, а на сливочный сыр кружочки помидоров. Я нарезала 1 помидор среднего размера. Этот бутерброд сделаю с нарезанными колечками оливками. Теперь кладу листья салата.
Балык кладу на бутерброды с огурцами. Вес нарезанного балыка 80 грамм. На бутерброды со сливочным сыром и помидорами кладу слабосоленую семгу. Этот бутерброд будет и с балыком, и с кусочком семги. На этот бутерброд кладу кусочек сыра и кусочек балыка. Я решила сверху положить оставшиеся кружочки огурца и помидора. Украшаю бутерброды небольшими веточками и листиками петрушки. Мои закуски готовы. Выглядят они вполне аппетитно и готовятся недолго. Если у вас нет готовых тарталеток, а выпекать их нет времени, то бутерброды – отличный вариант. Конечно, это не шедевр кулинарного искусства, но зато они сытные и вкусные. Приготовить такие закуски сможет даже ребенок, так как для этого не требуется особых навыков. Все максимально просто. В тарталетках закуски выглядят более привлекательно, и они вполне могут украсить собой праздничный, в том числе новогодний стол. Готовятся они также просто. В моей семье любят различные праздничные закуски. Они наряду с основными блюдами и выпечкой создают атмосферу праздника. А я люблю закуски, которые готовятся просто. На самом деле совсем не важно, сколь изысканные блюда будут стоять на вашем праздничном столе. Важно отмечать праздники со своими близкими и друзьями. Они оценят даже простые бутерброды, потому что вы их приготовили своими руками. Приятного вам аппетита, дорогие мои друзья!